Всем привет! Мы в Москве. С вами снова три сестры из Сибири. Мы снова показываем город, каким мы его видим. Наконец-таки мы в Москве, в одном из самых красивейших городов России, который, по нашему мнению, считается даже не Россией. Москва — это вообще отдельная страна. Я думаю, это не только по нашему мнению. Да, я думаю, да. Да, и сегодня мы хотим поговорить, почему все так думают, и в чем отличие Москвы от других городов России. Ну, во-первых, это, конечно же, возможности для людей, да, которые предоставляет Москва. Те же вот парки, например, мы сегодня находимся в парке. Парке, усадьбе, музей Коломенская. И их очень много в Москве, разных природных мест, куда можно выехать с семьей или просто погулять. Вообще Москва — это город для молодых. Холостую жизнь лучше вести в Москве. Так сказала одна наша подруга. Да. Люди сюда съезжают, чтобы реализовать себя в карьере или поступить в какие-то вузы. И поэтому очень много людей ты можешь встретить, особенно в какие-то часы, час пик. Да, но с этими людьми ты особо не общаешься. Очень много иностранцев приезжают в Москву. Конечно, Москва и Питер — самые популярные направления у иностранцев. Тоже. Да, и также, когда говорят, что Москва никогда не спит, это правда, потому что она активна как ночью, так и днем. Особенно летом. Да, особенно летом, очень много заведений, куда даже этим летом, когда очень лето не лето в Москве, примерно сейчас плюс 10. Не, ну ладно, чуть теплее. Давай преуменьшим, чтобы страшно. Да. Никто не ехал. Но даже здесь бывают какие-то катаклизмы. И Москва — это всегда город, который всегда лежит проездом между да, всеми. Очень удобно. Все дороги ведут в Москву, либо через Москву, либо из Москвы. Площадка. Отсюда открывается очень красивый вид на Москву-Сити. Но он особенно красив в вечернее время. Да. Но сегодня мы здесь решили поймать солнышко. Да. И это одно из наших любимых мест. Мы любим проводить тут время, думать, разговаривать и просто наслаждаться видами. Да, но не только мы, потому что здесь очень много людей. Да. Все фотографируются, снимают. В общем-то, одно из мест, где хочется сделать красивые фотографии. Да, очень много туристов. Ну, вы сами посмотрите. Кусочек Америки. Кусочек Москвы. Но если говорить о личном отношении, то у нас у всех разные взгляды на Москву. Лично я, человек, который из нас троих тут пробовал дольше всего, отношусь очень положительно к этому месту, к этому городу. И мне нравится здесь быть, мне нравится атмосфера этого города, активность этого города. Мы поняли, что ты любишь активность этого города. Я, наоборот, отношусь нейтрально. Когда-то мне нравится здесь, когда-то нет. Зависит все от настроения, от людей, с которыми я провожу здесь время. Ну, в целом, как бы, приятное впечатление, но иногда оно себя не оправдывает. Ну, а я, пожив в этом городе, поняла, что лучший вариант быть здесь проездом, потому что мне в целом этот город, я ему импонирую, но жить бы здесь я не хотела. Но каждый решает сам. Посетить Москву должен обязательно каждый. Как иностранец, который приедет как турист, так и русский. Посмотреть столицу нашей Российской Федерации. Здесь сосредоточена главная история нашей страны. Ну все, спасибо за внимание. Это было небольшое видео про большой город Москва. Увидимся. Увидимся совсем скоро. Где? В Братиславе. Все, пока-пока.
рада, чтобы вы меня А поддержали. давайте потеремся на камеру. Да. Это будет отражать О, Siberian действительно. Sisters.